Что случилось на греческом острове Санторини? С конца января 2025 года остров Санторини стал эпицентром тревожных событий. Серия мощных землетрясений потрясла этот райский уголок Греции, вызвав панику среди местных жителей и туристов. Ученые указывают на тектонические процессы как причину происходящего, однако успокаивающие заявления о невовлеченности вулкана Неокамени и подводного монстра Колумба лишь частично снимают напряжение. Опасения остаются. Никто не гарантирует, что следующий удар стихии не будет катастрофическим. Санторини постепенно превращается в город-призрак. Массовая эвакуация началась 2 февраля. Тысячи людей спешили покинуть остров, используя любой доступный транспорт. Около 6 тысяч человек переправились на материк на паромах, еще 2700 отправились домой воздушным путем. Остров опустел, словно перед грядущим апокалипсисом. Обстановка в конце февраля до 25 года. По сообщениям сейсмологов, землетрясения, терзавшие остров Санторини целый месяц, наконец начали утихать. Толчки, следующие один за другим, с пугающей регулярностью вынудили тысячи местных жителей и туристов покинуть уютные города, венчающие скалистые вершины Санторини, а также соседние острова Иос, Аморгос и Анафи. Лишь закрытые школы и строгие ограничения напоминают о тревоге последних недель. В середине февраля ученые заговорили о проблесках надежды, когда было зафиксировано, что количество землетрясений пошло на спад. Активность медленно снижается, как отмечал Междисциплинарный комитет по управлению рисками и кризисными ситуациями Афинского университета. Меньше толчков, меньше разрушений. За период с 26 января по 22 февраля сейсмостанции зафиксировали более 20 тысяч подземных толчков магнитудой 1 и выше. Их мощь доходила до отметки 5,3 балла, но обошлось без серьезных разрушений. Природные процессы, движущие земные плиты и магму под морем, пока не привели к катастрофе и, скорее всего, уже не приведут. По крайней мере, так говорят ученые. Мэр Санторини Никос Зорзос объявил, что с конца последней недели февраля на остров начали возвращаться первые жители. Местные власти надеются на помощь государства в организации дополнительной безопасности острова, которая позволит предотвратить обвалы камней, установив защитные ограждения на крутых склонах. Опасный рай Санторини — это сердце Эгейского моря, биение которого слышно сквозь тысячелетия. Расположенное в живописном архипелаге Киклады, эта жемчужина природы обладает особенной атмосферой, рожденной гармонией ветра, солнца и морских волн. Климат острова суров и непреклонен. Жаркое лето обжигает кожу, а прохладные зимние дожди возвращают землю к жизни. Но Санторини — это не просто одиночный остров. Это семейство вулканических земель, каждая из которых несет свою уникальную историю. Главный герой — Тира, окруженный братьями и сестрами. Тиросией, Аспронисией, Палеа и Неокаменой. Каждая из этих земель хранит воспоминания о временах, когда история еще только начиналась. Археологические находки рассказывают нам о первых поселенцах, появившихся здесь задолго до нашей эры, и о великих городах минойцев, стертых с лица земли мощными ударами природы. Санторини — это место, где сила природы проявлялась в полную силу. Землетрясение 1650 года до нашей эры уничтожило некогда могущественный город, оставив после себя лишь руины. Вулкан, как древний мастер, создал кальдеру — огромное углубление, заполненное морской водой. После катастрофического землетрясения 1956 года жизнь на Санторини замерла, и лишь десятилетия спустя, начиная с 70-х годов 20 века, этот уголок снова ожил, превратившись в один из главных туристических центров Средиземноморья. Общая картина сейсмической активности за весь период. С 26 января по 22 февраля 2025 года район Санторини-Аморгос пережил настоящий шквал подземных толчков. По данным Междисциплинарной комиссии по управлению рисками и кризисами ЕКПА, было зафиксировано более 22 600 землетрясений. При этом с каждым днем подземные удары становились все слабее, словно природа постепенно сбрасывала накопившееся напряжение. Лаборатория сейсмологии ЭКПА предоставила детальные данные по мощности землетрясений. Более 19 300 превысили пороговую отметку в 1 балл. В течение 2 дней 18 и 19 февраля регион сотрясался более 1050 раз с магнитудой от 2,5 до 4,5 баллов. Самые мощные удары пришлись на утро 18 февраля. В 6:46 и в 8:08 местные часы зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 балла. А севернее острова Анидроса в 11:09 утра произошло самое сильное землетрясение дня в этом районе с магнитудой 4,2 балла. 20 февраля активность пошла на спад. В этот день произошло всего 57 землетрясений, и ни одно из них не дотянуло до магнитуды 4 балла.
В ночь на 21 февраля в 9 минут первого последовал последний ощутимый толчок магнитудой 3,7 балла. Ученые подтвердили, что со середины февраля сейсмическая активность в регионе заметно упала, и новые вспышки подземных бурь прекратились. Даже новый очаг, возникший восточнее остров Анидрос 18 февраля с толчком в 4,9 балла, не вызвал дальнейшего усиления. Наблюдения ученых. Спустя месяц напряженного ожидания жители Санторини наконец-то почувствовали некоторое облегчение. Волны подземных толчков, бившие по острову, начали затухать, даря надежду на спокойное будущее. Сейсмологи, геологи и вулканологи продолжали внимательно наблюдать за глубинами Земли, собирая свежие данные, которые помогали лучше понимать происходящее. Программа Сантори, созданная для изучения вулканов Санторини, сыграла ключевую роль в мониторинге ситуации. Вместе с немецкими учеными исследователи Афинского национального университета установили новейшие подводные сейсмографы прямо в кальдере, чтобы уловить даже самые слабые вибрации морского дна, где фоновый шум почти отсутствует. Эти устройства передавали бесценные данные в Национальную обсерваторию Афин, где они подвергались глубокому анализу. Афинский университет также сосредоточился на изучении потенциальных оползней, угрожающих населенным пунктам Санторини. Беспилотные летательные аппараты, оборудованные высокоточными камерами и LiDAR-сенсорами, вели круглосуточное патрулирование опасных участков побережья, создавая карты местности с точностью до миллиметра. Районы Палео Лиминос, Амуди, Армини, Карфос и Афиниос находились под особым контролем, поскольку именно там риск оползней был особенно велик. Ежедневно ученые обрабатывали огромные объемы данных, тысячи изображений и миллионы точек лазерного сканирования, чтобы отслеживать малейшие изменения рельефа. Анализ показал, что сейсмическая активность действительно стабилизируется. Толчки становились реже и слабее, основной очаг оставался на прежнем месте в юго-западном секторе рядом с Анидросом. Это дало основание предположить, что школы на Санторини и Аморгосе смогут открыться уже после 3 марта 2025 года, знаменуя собой начало возвращения к нормальной жизни. Кроме того, администрация острова приступила к реализации плана по созданию специализированных эвакуационных портов, которые станут надежными гаванями спасения в случае будущих катаклизмов. Были завершены исследования по строительству одного из таких портов во Влихаде, а сейчас изучается возможность сооружения второго порта в районе Акра-Колумбас на северо-восточной стороне острова. Что такое землетрясение и почему оно происходит? Землетрясение — это мощное проявление внутренней энергии Земли, возникающее в результате движения тектонических плит. Земная кора, словно мозаика, состоит из множества больших плит, которые постоянно перемещаются относительно друг друга, скользя по полужидкой мантии под ними. В большинстве случаев землетрясения возникают из-за столкновения этих плит. Когда две плиты сближаются, они создают огромное давление, накапливая энергию, которая в определенный момент высвобождается, вызывая мощные подземные толчки и колебания земной поверхности. Во время землетрясения движение плит может варьироваться от микроскопических смещений до резких скачков на футы. Магнитуда землетрясения зависит от величины смещения вдоль разлома. Чем больше смещения, тем сильнее землетрясение. Однако даже небольшие перемещения могут иметь разрушительные последствия, если землетрясение происходит в населенных районах или если грунт усиливает сейсмические волны, увеличивая их воздействие на здания и инфраструктуру. Интенсивность землетрясений оценивается в баллах по шкале от 1 до 12, где 12 соответствует катастрофическим последствиям, когда разрушаются практически все постройки, а почва трескается, превращая ландшафт в хаос. География активных землетрясений. Очаги землетрясений распределяются по планете неравномерно, концентрируясь вдоль границ литосферных плит, словно узоры на карте, очерчивающие линии напряжения внутри Земли. Основной сейсмический пояс проходит через Тихий океан, где ежегодно высвобождается до 80% всей сейсмической энергии планеты. Эти зоны, словно боевые арены древних титанов, повторяют одни и те же сценарии столкновений и разрывов, приводя к образованию вулканов и горных цепей. Именно поэтому горные районы, такие как Гималаи или Анды, так часто испытывают подземные толчки. В России землетрясения также приурочены к местам стыка литосферных плит. Байкал, Камчатка и Приморье — это регионы, где земная кора испытывает постоянные напряжения, отражающиеся в регулярных подземных толчках. Масштабные катаклизмы в мире в 2025 году. Прогноз землетрясений на 2025 год, составленный сейсмологами с применением современных аналитических инструментов и поддержки искусственного интеллекта, вызывает целую гамму чувств, от сомнений до тревоги. В центре внимания оказался Тихоокеанский регион, а точнее его юго-западная часть. По мнению исследователей, март 2025 года принесет неожиданную угрозу. Мегаполису Тонга и Папуа-Новой Гвинеи грозит мощнейший подземный удар. Уже определены вероятные координаты эпицентра. Точка, расположенная в 74,5 милях к северо-востоку от поселения Хихифо на острове Ниуатопутапу.
Зона соприкосновения литосферных плит Кермадек-Тонго, словно готовящийся к прыжку хищник, накапливает энергию, способную привести к катастрофическому сдвигу земной коры. Предполагаемый показатель магнитуды колеблется в пределах 9 баллов, что предвещает ужасающую картину. В списке пострадавших районов окажутся Папуа, Самоа, Фиджи и прилегающие острова. Число потенциальных жертв оценивается в 111 тысяч человек, причем большая часть трагедии будет связана не столько с самими подземными колебаниями, сколько с последующим цунами, чьи волны достигнут высоты в 138 футов. Сильнейшее землетрясение в США. Тихоокеанский разлом на западном побережье США начинает подавать сигналы о своем пробуждении. Глубоко под землей, где плиты сжимаются и смещаются, зреет энергия, способная вызвать землетрясение разрушительной силы. Магнитудой 9,2 баллов оно способно изменить ландшафт Калифорнии, Вашингтона и Орегона, бросив вызов таким городам, как Лос-Анджелес, Сиэтл, Такома, Юджин и Портленд. Если катастрофа случится, ее эффект будет подобен удару цунами высотой в 98 футов. Гигантская волна хлынет далеко вглубь континента, затопляя десятки и сотни миль побережья, проникая в сердце штата Орегон. Последствия будут невообразимыми. Миллионы людей останутся без крова, а инфраструктура окажется парализованной. Экономика понесет тяжелые потери, исчисляемые миллиардами долларов. Возвращение к нормальной жизни потребует огромных усилий. Электроснабжение в отдаленных районах восстановится лишь через 3 месяца, а полноценная работа больниц начнется только спустя 1,5 года. Однако точные сроки неизвестны. Разлом может проснуться в любой момент, начиная с 2025 и вплоть до 2027 года. Землетрясения и цунами в Южной Азии. 2027 год может войти в историю как эпохальное испытание для Юго-Восточной Азии. Геологические процессы, скрытые под толщей Земли, готовы выйти наружу, меняя привычную картину мира. Огромная зона соприкосновения литосферных плит, протянувшаяся от Сингапура до Бангкока, готова проснуться. Величественная сила природы подготовит взрывное движение. Кора сдвинется на 656 футов, поднимется на 33 фута, вызывая одно из самых страшных землетрясений в истории человечества. 3 миллиона судеб оборвутся мгновенно, когда гнев земли прольется на города и деревни. Катастрофические оползни у берегов Индонезии выпустят могучую волну цунами, которая, словно чудовище из глубин, накроет побережье. Волны высотой в 118 футов обрушатся на Сингапур, поглощая здания и улицы, как будто они сделаны из песка. В эпицентре бедствия окажутся Китай, Малайзия, Таиланд, Вьетнам, Камбоджа, Бруней и Филиппины. Тибет. Недавняя серия землетрясений в тибетском автономном районе Китая вновь напомнила о непредсказуемости природы. Первый толчок магнитудой 4,9 балла, словно предупреждение, дал сигнал тревоги, а вскоре последовало новое землетрясение магнитудой 5 баллов. Оба на глубине всего 6,2 мили. 9:05 утра оказались переломным моментом, когда земля под ногами жителей Тибета вновь задрожала. Удар пришелся ближе всего к городу Шигадзе с населением в 110 тысяч человек, расположенному всего в 39 милях от эпицентра. События 7 января 2025 года, когда магнитуда достигла 6,8 баллов, забрав жизни 126 человек, напоминают о том, что земля под нашими ногами порой ведет себя как непокорный зверь, готовый вырваться на свободу в любой момент. Япония в ожидании 13 января 2025 года юго-восточное побережье острова Кюсю содрогнулось от мощного землетрясения магнитудой 6,9 баллов. Толчок, словно удар грома, прозвучал в 21 час 19 минут по местному времени, на глубине почти 100 тысяч футов. Отголоски землетрясения прокатились по всему острову Кюсю, достигнув силы до 5 баллов, а на острове Сикоку и обширных территориях Хонсю от Хиросимы до Осаки ощущались толчки до 3 баллов. Жителей восточных берегов Кюсю и южных областей Сикоку предупредили о возможной волне высотой до 3,5 футов. Для островов Амами, Такара, Танегасима, Якусима и некоторых частей Хонсю прогнозировалась приливная волна до 8 дюймов. В районах атомных станций Сендай и Икат были зафиксированы толчки силой до 3 баллов. Однако сотрудники АЭС не обнаружили никаких нарушений в работе и отклонений радиационного фона. Сочи в ритме подземных толчков. 13 февраля 2025 года Сочи вновь напомнил о своей близости к природе. Днем город ощутил подземные толчки, которые распространились по разным районам курорта. Местные жители, привыкшие к легкому дрожанию земли, на этот раз заметили нечто необычное. Трясло дольше обычного, около 10 секунд, а интенсивность была выше среднего. Сила толчков составила 4 балла, а магнитуда по шкале Рихтера достигла 4,4 балла. Несмотря на ощутимую силу землетрясения, мэрия Сочи подтвердила, что серьезных разрушений не произошло. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Сообщений от жителей
жителей не поступало, так заявили представители городской администрации. Несмотря на тревожные моменты, жизнь в городе продолжилась без значительных изменений. Марианские острова. 1 марта 2025 года в 17:14 по местному времени Северный Марианский архипелаг ощутил резкий толчок. Землетрясение магнитудой 4,9 балла зародилось на глубине 60 миль, разорвавшись в 115 милях на северо-восток от Сайпана, главного острова цепи. Северные Марианские острова состоят из 14 вулканических островов, среди которых выделяются Сайпан, Тиниан и Рота. Каждое из этих мест – результат многовекового труда природы, где подводные вулканы, словно кузнецы, выковывают новые участки суши, поднимающиеся из глубин океана. Коралловые рифы окружают острова, создавая уникальный подводный мир. На восточной границе архипелага лежит одна из величайших тайн планеты – Марианская впадина. Ее глубина в 38 632 фута символизирует мощь и загадочность океана. Риск пробуждения вулканов в Антарктиде. Исследовательские группы из Университета Брауна и Университета Висконсин-Мэдисон провели тщательное исследование скрытых вулканов в Западной Антарктике, обратив особое внимание на западно-антарктическую рифтовую систему. Геологи и вулканологи пришли к выводу, что извержения в западной части континента чаще всего происходят под толстым слоем льда, который служит естественным барьером, замедляющим выход магмы на поверхность. Однако по мере таяния ледяного покрова риск активных извержений может значительно возрасти. Антарктида, как выяснилось, является крупнейшей ледниково-вулканической провинцией на планете, насчитывающей более 130 известных вулканов, действующих и спящих. Некоторые из них полностью скрыты под ледяной коркой, тогда как другие возвышаются над поверхностью. Вулканическая активность на континенте проявляется редко, главным образом из-за отсутствия постоянного присутствия людей. Однако ученые периодически обнаруживают свидетельства недавних извержений, используя спутниковые снимки. Одним из таких случаев стало извержение вулкана Белинда на острове Монтагью в архипелаге Южные Сандвичевы острова в 2001 году. Какие бывают землетрясения? Тектонические землетрясения возникают из-за медленного, но непрерывного перемещения тектонических плит, которые, словно гигантские куски пазла, двигаются под воздействием внутренних сил Земли. Накапливаемое напряжение между плитами приводит к деформации земной коры. Образуются трещины, проседает почва. Направление распространения сейсмических волн зависит от силы землетрясения и может охватывать сотни миль, создавая обширные зоны разрушений. Вулканические землетрясения. Этот тип подземных толчков отличается меньшей интенсивностью и продолжительностью, часто длится несколько месяцев. Они служат своеобразными предвестниками скорого извержения вулкана. Причина их возникновения – давление горячих газов и резкое перемещение расплавленной лавы внутри вулкана, что приводит к накоплению напряжения и выпуску энергии в виде небольших толчков. Техногенные и искусственные землетрясения. Иногда землетрясения возникают в результате деятельности человека, когда добыча полезных ископаемых, строительство плотин и водохранилищ, а также испытания ядерных устройств приводят к ослаблению горных пород. Такие землетрясения могут возникать в местах добычи нефти и газа, а также вблизи крупных шахт и карьеров. Водохранилища, заполняемые большим количеством воды, также оказывают давление на горные породы, что может вызывать сейсмическую активность. Ярким примером стало землетрясение, вызванное ядерным испытанием в Северной Корее в 2006, которое почувствовалось в нескольких соседних странах. Подводные землетрясения. Такие землетрясения вызывают сильные колебания морского дна, что приводит к образованию гигантских волн – цунами. Смещаясь вверх и вниз, участки дна нарушают равновесие водной массы, порождая волны, которые могут достигать высоты от 16,5 до 33 футов у берега. Современные сейсмические приборы позволяют предсказать приближение цунами за несколько часов, давая время на эвакуацию. Обвальные землетрясения происходят в результате обвалов и оползней, часто имеют низкую магнитуду и приводят к серьезным разрушениям и трагедиям. Примером может служить инцидент в Перу, когда лавина объемом в 459 миллионов кубических футов обрушилась с горы Аскаран, развивая скорость до 250 миль в час, похоронив под собой несколько поселков и унеся жизни более 18 тысяч человек. Землетрясения от ударов космических тел возникают в результате падения метеоритов, астероидов или комет на Землю. Космическое тело, преодолевая атмосферу, сталкивается с поверхностью планеты, вызывая взрыв и распространение ударной волны, которая воспринимается как землетрясение.
Последствия землетрясения и как правильно себя вести. Землетрясение — это одно из самых коварных и непредсказуемых природных явлений, грозящее человеку множеством опасностей. Предсказать точное время и место его возникновения крайне сложно, что делает подготовку к нему затруднительной. При первых признаках землетрясения необходимо срочно отключать свет, воду и газ, чтобы предотвратить катастрофы, которые могут усугубить ситуацию. Забудьте о лифтах. Они могут стать смертельной ловушкой. Если толчки усиливаются, ищите укрытие в надежных уголках, в дверных проемах, под крепкой мебелью, которая вас защитит от падающих предметов. Избегайте нахождения рядом с тяжелыми шкафами и окнами, чтобы снизить риск получения травм. Оказавшись на улице, держитесь подальше от зданий и линий электропередач, которые могут обрушиться или представлять опасность поражения электрическим током. Если вы в машине, оставайтесь в ней, пока толчки не прекратятся. Главная беда землетрясений кроется не только в самих подземных толчках, но и в их последствиях. Рухнувшие здания, поврежденные электрические провода, осколки стекла, вспыхивающие пожары и паника, которая овладевает людьми, превращая их в неуправляемых участников драмы.